Дитя, сегодня на небесах было произнесено твое имя. Не шепотом, не бормотанием, но провозглашенным перед престолом Всемогущего. 3 ангела были посланы с твоим именем, написанным на свитках света, и каждый из них несет послание, которое изменит все в твоей судьбе. Дитя, слушай внимательно. То, что ты сейчас услышишь, не совпадение. Это не удача. Это не случайность. Это твое время назначено. Я, Господь, твой Бог, видел твои ночи безмольных слез, твои дни стараний, твое сердце, отяжелевшее от неотвеченных молитв. И сегодня небеса склоняются к земле, чтобы сказать тебе: период молчания закончился. Благословение было высвобождено. Так долго ты думал, что я забыл тебя. Ты смотрел на благословения других и думал, не затерялась ли твоя молитва в ветре. Но говорю тебе, дитя, ничто не ускользает от моего взора. Каждый миг твоей борьбы, каждый вздох, каждая слезинка, коснувшиеся твоей подушки, были учтены. Я писал завет на фоне твоей боли, прокладывая тайный путь к изобилию, которого ты пока не мог увидеть. Вот почему мне нужно, чтобы ты остался до конца этого послания, потому что я собираюсь вложить тебе в руку ключ. Ключ, открывающий дверь к чуду, которое ждет тебя по ту сторону твоего послушания. Дитя, с того дня, как ты сделал первый вдох, небеса записали твой путь. Ангелы возрадовались, когда ты впервые произнес доброе слово, когда твоя вера победила страх, когда твое сердце выбрало прощение вместо горечи. Даже когда ты спотыкался, даже когда тьма пыталась убедить тебя в твоей недостойности, я наблюдал за тобой и не с осуждением, но с божественным терпением. Видишь, я никогда не считал твоих неудач. Я считал твои возвращения. Каждый раз, когда ты возвращался ко мне, мой завет с тобой становился крепче. Этот завет – твое вечное наследие, запечатленное в моем обещании изобилия, процветания и непоколебимого мира. Поймите, бывают моменты, когда небеса зовут, и только верующие могут услышать. Это один из таких моментов. Дует ветер божественного преображения, и вы стоите на краю священного проема. Я открою его, но только если ваше сердце останется внимательным до конца этого откровения. Потому что истинное чудо, сверхъестественный сдвиг, придет не к тем, кто слушает вполуха, а к тем, кто претерпит, пока обещание не будет произнесено полностью. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Дитя, в этом послании есть тайны, о которых мало кто слышал. Я открою тебе, как богатство небес переходит в руки послушных. Я покажу тебе невидимый узор благословений, который уже окружает тебя. И я расскажу тебе, почему ты избран, да, именно избран получить то, о чем предыдущие поколения лишь мечтали. Но прежде чем ты это получишь, ты должен услышать мое сердце. Ты должен почувствовать, как мои слова проходят сквозь твой дух, словно живой огонь. Ты должен позволить этой истине сокрушить всякий страх, который удерживал тебя от изобилия, уготованного тебе еще до начала времен. Слушайте внимательно, вы здесь не случайно. Вас сюда привели. Каждая задержка, каждое разочарование, каждая закрытая дверь готовили вашу веру к тому, чтобы выдержать тяжесть того, что я собираюсь дать. Дверь, которая когда-то казалась запертой, больше не заперта. Ключ уже в вашем духе, и к концу этого послания вы будете знать, как им пользоваться. Не отворачивайтесь. Не прокручивайте. Оставайтесь, ибо я собираюсь открыть вам секрет вашего следующего сезона, где деньги больше не будут вашими хозяевами, но вашими слугами, где болезни преклонятся перед вашей верой, где ваше сердце наполнится миром, который могу дать только я, дитя, ты не забыт. Ты не брошен. Ты призван. И прежде чем закончится это послание, ты поймешь, почему небеса зовут тебя сегодня. Ибо завет,
написанный в твоей жизни, пробуждается. Обещание дышит. Жатва близка. Оставайся, слушай и готовь свое сердце, потому что то, что вот-вот откроется, не просто благословит тебя, оно преобразит все, что ты считал возможным. Дитя, ты бродила по миру, окутанному тенями. Ты прошла сквозь времена года, когда сам воздух был тяжел от печали, и каждая молитва, казалось, отзывалась эхом в тишине. Но твое сердце хрупкое, израненное, трепещущее не утратило своего света. Я видела ночи, когда ты сидела в темноте, шепча мое имя сквозь неконтролируемые слезы. Ты думала, что тебя никто не слышит. Ты думала, что небеса закрыты. Но я была там, дитя. Я была рядом с тобой, считая каждую слезу, задерживая каждый вздох и записывая каждую молитву в книгу памяти, где записано твое имя. Да, дитя, я видел тебя, когда ты был слишком измотан, чтобы стоять. Я видел тебя, когда ты отдал последнюю монету, чтобы помочь другой душе, хотя для себя у тебя почти ничего не осталось. Я видел тебя, когда твою веру высмеивали, когда твою доброту принимали за слабость, когда те, кого ты любил, отворачивались. Я видел тебя, когда ты хотел сдаться, когда ты чувствовал себя забытым всеми, кто когда-то говорил, что заботится о тебе. Но ты не сломался. Ты согнулся под тяжестью бури, но не распался на части. Ты держался за меня, и это держание было доказательством твоей силы, знаком твоего завета, знаком избранного не для уничтожения, а для совершенствования. Дитя, мне нужно, чтобы ты услышала это. Твоя боль никогда не была наказанием. Она была подготовкой. Те мгновения, которые пытались тебя сокрушить, были теми же мгновениями, которые я использовал, чтобы сформировать тебя. Золото очищается только огнем, и я позволила пламени не сжечь тебя, а очистить. Когда другие видели в твоих слезах слабость, я видела в них священное масло, которое однажды осветит твою судьбу. Каждая несправедливость, ранившая тебя, каждое предательство, пронзившее твое сердце, каждое разочарование, лишившее тебя дара речи, все это стало частью божественного уравнения, которое приносит урожай изобилия в твою жизнь. Бывали времена, когда ты спрашивал меня: «Почему, Боже? Зачем эта боль? Зачем эта задержка?» И мой ответ, хотя тогда и безмолвный, сейчас ясен, потому что я готовил твое сердце к благословениям, превосходящим твое воображение. Нельзя влить новое вино в старые мехи, и ты не мог получить богатство, здоровье и чудеса, которые я для тебя приготовил, пока твой дух все еще нес бремя прошлого. Мне пришлось опустошить тебя, чтобы наполнить. Мне пришлось отбросить ложное, чтобы воскресло вечное. Ребенок, ты был видимый. Вы были доказаны. Вы не были сломаны, и враг пытался убедить тебя, что твои молитвы напрасны. Он нашептывал, что я отвернулся. Но правда в том, что пока ты молился, я строил. Пока ты плакал, я ткал. Пока ты думал, что проигрываешь, я выстраивал каждую деталь с божественной точностью. И вот настало время раскрытия. Ты помнишь ночи, когда считал монеты в руке, гадая, доживешь ли до конца недели. Ты помнишь молчание друзей, когда они были тебе так нужны. Ты помнишь болезнь, которая пришла из ниоткуда, внезапные потери, моменты, когда ты сомневался, есть ли мне до тебя дело. Но вот ты здесь, все еще дышишь, все еще надеешься, все еще веришь, и это чудо. Ты – живое доказательство того, что вера выживает в огне. Ты – свидетельство того, что, когда жизнь тебя хоронит, она лишь углубляет тебя в более глубокие слои для большего урожая. Дитя, я видел, как твое сердце боролось между прощением и местью, милосердием и гордостью, надеждой и отчаянием. Я видел момент,
когда ты хотел отомстить, но вместо этого выбрал молчание. Я видел время, когда ты мог отказаться от доброты, но вместо этого проявил ее снова. Каждый из этих выборов, каким бы незначительным они ни казались, трогал небеса. Каждый раз, когда ты прощал, небеса это отмечали. Каждый раз, когда ты любил, а не ненавидел, ангелы пели твое имя. Каждый акт милосердия, каждый смиренный жест становился семенем в почве вечности. И эти семена, дитя, готовы прорасти лесом благословения. Ты должен понять, Вселенная отвечает на веру, а не на страх. И даже когда твоя вера дрогнула, она не угасла. Того маленького уголка внутри тебя, этого шепота доверия, было достаточно. Потому что я не измеряю веру ее величиной, я измеряю ее выносливостью. Ты выдержал. Ты продолжал идти, когда силы были на исходе. Ты улыбался, когда твое сердце разрывалось. Ты отдавал, когда тебе уже нечего было отдать. И вот почему, дитя, твой период промедления заканчивается. Если вы слушаете это сейчас, значит, ваше чудо близко. Вы наткнулись на эти слова не случайно. Я привел вас сюда. Я призываю вас помнить, что я Бог не оставления, а восстановления. Я тот, кто превращает пепел в короны, траур в танец, скудость в избыток. И если вы верите в это, если вы чувствуете, как эти слова откликаются в вашем духе, я хочу, чтобы вы остановились прямо сейчас и нравится это сообщение, не просто действие, а декларация веры. Нажимая эту кнопку, вы говорите «Я принимаю это». Я согласен с небесами. Я верю, что мое благословение грядет. Дитя, не недооценивай силу согласия. Когда ты соглашаешься с моим словом, даже в простом действии, ты настраиваешь свой дух на поток божественного потока. Вера без действия неполна, и твой акт участия – знак того, что ты готов к проявлению. Поставь лайк к этому видео, поделись им, распространи это слово, ведь никогда не знаешь, кто еще проходит сквозь их тень и хочет услышать, что их увидели, доказали и не сломили. Теперь позволь мне повести тебя глубже, дитя. Ты прошла долиной очищения, но очищение – это не отвержение. Огонь был необходим. Помнишь, как золото сияет ярче после очищения? Именно это я и делал внутри тебя. Нечистоты, страх, сомнения, вина были сожжены, чтобы осталась чистая вера, чистый свет, чистое предназначение. Ты превращаешься в сосуд изобилия, носитель чудес, носитель божественного богатства. Здесь есть секрет, который мало кто понимает. Те, кто много страдает, часто становятся избранниками для большей славы. Потому что боль, отданная на милость, становится силой. Ты не зря страдал, дитя. Каждый раз, когда ты говорил «все же я буду доверять», ты закладывал прочный фундамент, способный выдержать бремя твоего будущего наследства. И это наследие не только духовное, оно физическое, осязаемое, щедрое. Оно проявится в твоих финансах, в твоем здоровье, в твоей семье, во всех сферах, где когда-то был недостаток. Помните, тьма никогда не побеждает. Она лишь откладывает. Задержка, которую вы испытали, была божественной стратегией. Я спрятал вас, пока готовил стол перед вашими врагами. Я спрятал вас, чтобы ваше благословение могло созреть в безопасности. И теперь завеса поднимается. Те же люди, которые видели ваши трудности, увидят, как вы подниметесь. Те же руки, которые отчислили вас, станут свидетелями вашего восстановления. И они узнают не потому, что вы им сказали, а потому, что ваше изобилие будет говорить громче слов, что Бог был с тобой все это время. Дитя, я знаю, ты спрашивал меня, когда это произойдет? Когда же исполнится обещание?
Послушай, в тот момент, когда ты решил простить, часы начали поворачиваться в твою пользу. В тот момент, когда ты отказался от горечи, небеса открыли маленькое окно. В тот момент, когда ты возблагодарил, даже плача, ангелы пришли в движение. Каждый акт веры был семенем, и теперь жатва близка. Ты увидишь чудеса там, где когда-то видел потери. И все же, есть нечто еще более глубокое, что ты должен постичь. Твоя история никогда не была историей неудач, она была историей становления. Тебя не наказывали, тебя ставили на место. Я учил тебя ходить в мудрости, чтобы, когда я вложу в твои руки богатство, оно не погубило тебя. Ибо богатство без мудрости развращает, а благословение без смирения разрушает. Но ты, дитя, был очищен огнем. Ты научился состраданию, щедрости и терпению, и именно поэтому ты теперь готов нести изобилие. Чувствуете ли вы это волнение? Перемену в духе. Тихое осознание того, что разворачивается нечто большее. Это не воображение. Это откровение. Ангелы, носившие ваше имя, теперь выравнивают обстоятельства, открывают двери и смягчают сердце. То, что было невозможно в прошлом году, теперь легко откроется. К вам притягиваются необходимые связи. Потерянные вами деньги вернутся приумноженными. Болезнь, истощавшая вас, исчезнет в моей силе. И все это произойдет не усилием, а благодатью. Дитя, подними голову. Ты не подвел. Ты был верен. И за эту верность небеса готовы оправдать тебя. Скоро ты поймешь, почему ожидание было долгим, почему боль была глубокой, почему длилось молчание. Все это было ради доказательства одной единственной истины. Каким бы яростным ни был огонь, твою веру невозможно уничтожить. Ты увиден, ты испытан, ты не сломлен. Теперь сохраните эти слова в своем сердце. Следующая часть этого откровения покажет вам, как ваша боль превращается в благословение. Но сейчас воспользуйтесь этим моментом. Дышите. Позвольте своей душе ощутить присутствие, окружающее вас. Произнесите вслух: «Я принимаю свой завет. Я не забыт. Моя жатва близка». И не забудьте, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях «Я принимаю его» и поделитесь этим посланием веры. Потому что кто-то другой, где-то в своей тени, ждет того же света, который только что нашел вас. Теперь ты должен знать, дитя, что ничто в твоем путешествии не было скрыто от меня. Каждая слеза, упавшая с твоих усталых глаз, была записана в вечном свитке. Каждое молчание, в котором ты думал, что меня нет, было воистину священным местом, где ангелы собирались и шептали твое имя перед моим престолом. Ибо золото, что сияет ярче всего, не добывается в легкой спешке, а очищается огнем, и твоя душа, хоть ты и видишь ее изрешеченной, сияет, как сосуд чистейшего света. Но скажи мне, дитя, сколько ночей ты спрашивал, где сейчас Бог? Сколько раз вы чувствовали себя покинутым, невидимым, забытым под тяжестью бури? Вы чувствовали себя одиноким, но небеса были в движении. Ибо есть совет на небесах, обширный и сияющий за пределами вашего понимания. Место, где божественный свет не просто сияет, а дышит, только престолы окружают вечное пламя, реки славы текут, словно жидкий кристалл, а шум бесчисленных крыльев наполняет воздух благоговением и мощью. Это не миф, не поэтическое видение, а живой завет, завет заступничества, где милосердие говорит громче суда. Из этого священного собрания возносятся мольбы верующих, вопли тех, кто все еще борется за веру, когда мир называет их глупцами. И там, в день, неизвестный тебе, твое имя было произнесено вслух. Это был не шепот.
Это был повестка, точка заявления перед воинство небесное. Ты, утомленный, неуверенный, ничтожный в собственных глазах, был увиден вечностью. И когда твое имя было произнесено перед советом, 3 ангела встали по стойке смирно. Они не колебались. Они не задавали вопросов. Ибо они знали, что эта миссия отмечена печать божественной срочности. Дитя, ты понимаешь, что это значит? Это значит, что сами небеса были потрясены дляты. Спросите себя сейчас, ощущали ли вы когда-нибудь это невидимое движение вокруг себя? В тот момент, когда катастрофа была предотвращена, когда машина остановилась прямо перед столкновением. В тот момент, когда вы чувствовали умиротворение, когда логика требовала паники. В ту ночь, когда вы были на грани отчаяния, и каким-то образом ваше сердце наполнилось теплом, необъяснимым, но неоспоримым. Это было не совпадение. Это было заступничество, это была ангельская миссия, это небеса вмешались в вашу историю. Но прежде чем вы поймете силу их нисхождения, вы должны столкнуться с тяжестью собственного вопроса. Почему это заняло так много времени? Почему это произошло? Чудо не пришел, когда ты впервые спросил. Почему, должен вера, всегда нужно пройти сквозь огонь, прежде чем достичь света? Потому что, дитя, совет не бездействует не импульсивно, а по божественной точности. То, что вы воспринимаете как задержку, это не пренебрежение, а организация избыток настолько полным, что при предоставлении ничего не может быть потеряно. Эти 3, посланные за тобой, не были обычными посланниками. Они хранители упорства, хранители трансформации, агенты божественного времени, каждый несет ключ, а дверь – аслова. Один хранит ключ откровения, он открывает глаза вашего сердца, чтобы видеть за пределами нужды. Второй несет ключ силы, он дает вашему духу силу выдержать то, что другим не под силу. Третий несет ключ исполнения, он высвобождает то, что было спрятано, урожай давно обещанное, но долго отложенное. И все 3 движутся как один, связанный завет твоей судьбы. А теперь спроси себя, дитя мое, сколько раз ты сомневался в своей ценности, потому что мир измерял ее деньгами, положением или аплодисментами? Сколько ночей ты сравнивал свое опоздание с чужим благословением? Сколько молитв ты подавлял, полагая, что небеса отвернулись от тебя? Ты считал себя недостойным чуда, но даже сейчас, когда вы слушаете, совет помнит вашу веру. Ибо каждое семя молитвы, посеянное в слезах, становится сосуд заступничества. Теперь вы видите закономерность. Каждая невзгода, каждое предательство, каждый период пустоты – это не были наказаниями. Это были призывы. Это были сигналы небесам о том, что ваше обучение завершено, что ваше сердце способно вынести большее богатство, не только монеты, но и духа, мудрости, цели. Ибо не может быть урожая без вспашки, нет наследования без тестирования, нет избыток без послушания. И поэтому 3 спустились. Безмолвные, сияющие, неудержимые. Один шел рядом с тобой, когда ты терял то, без чего, как тебе казалось, не сможешь жить. Один стоял на страже, когда болезнь угрожала твоему телу. И один шептал во сне, когда отчаяние почти поглотило твою душу. Они пришли не для того, чтобы разогнать бурю, а чтобы гарантировать, что ты пройти через это и все равно выйти целым, ибо в этом и есть секрет, дитя, величайшее чудо не избавления от боли, а трансформация через это. Можете ли вы представить себе, даже сейчас, что небеса все еще собираются, наблюдают, записывают, ходатайствуют? Можете ли вы осознать, что ваши страдания имеют вес в вечности, что ваша стойкость изменила невидимые реальности? Когда вы говорили с верой, несмотря на нужду, когда вы прощали, несмотря на обиду, когда вы отдавали, несмотря на пустоту, это были моменты, совет снова поднялся и сказал: «Смотрите на твердое сердце». И скажи мне,
дитя, что такое богатство, как не избыток души, уповая на невидимое. Благословение, если не доказательство того, что вы пережили страх, совет и троение двигаются ради комфорта. Они двигаются ради звонок, тебя выбрали не за легкость, а за эффект. Тебя не оставили в тишине, а оставили для наследования. Поэтому я спрашиваю снова, не чтобы ранить, а чтобы пробудить. Ждал ли ты меня или готовился к тому, что я уже послал? Просил ли ты избыточно сопротивлялись процессу, который формирует изобилие внутри вас? Молились ли вы, а урожайно воздержался семя послушания? Ты взыскаешь об открытии двери, но цепляйтесь за ключи, принадлежащие вчерашнему дню. Когда трое движутся, их миссия точна. Первое испытание испытывает вашу веру, ибо вера без стойкости пуста. Второе испытание – ваше терпение, ибо поспешность может разрушить то, что небеса намерены взрастить. Третье зовет ваш дух вверх, ибо чудеса проявляются лишь там, где гармония встречается с самоотречением. Вы проходили через эти фазы, не зная их названий. Каждая неудача была сигналом. Каждое молчание было призывом. И все же я спрашиваю, восстанешь ли ты теперь не как проситель благословений, а как носитель обещать? Воспринимаешь ли ты свои испытания не как наказание, а как огонь, открывший твое золото? Ибо в вечном совете света имя твое записано не среди отверженных, но среди верных. Представь себе, дитя, момент, когда твое имя разнеслось по всему миру, казал завета, место, где молитвы взвешиваются, словно фимиам. Представьте себе тишину, воцарившуюся среди собравшихся, когда был оглашен указ «Отправьте троих». Представьте себе трепет света, когда они спускались сквозь слои реальности, их крылья взбивали ветер и вызывали удивление, их голоса возвещали о вашей жизни, сезон задержек окончен. Теперь услышьте эту истину. То, что началось с боли, закончится то, что вы называли потерей, было божественным позиционированием. То, что вы считали забытым, было спрятано для умножения. Совет и троение закончили свою миссию. Они даже сейчас готовятся соединение, сдвигая сердце, открывая двери, высвобождая то, что было удержано до тех пор, пока ваша готовность не стала полной. Поэтому я задаю один последний вопрос на этот момент. Вопрос, который отделяет тех, кто наблюдает, от тех, кто следует судьбе. Поверите ли вы, что небеса сдвинулись ради вас? Примете ли вы наследование уже написано на твоем имени? Осмелишься ли ты сказать, это было не совпадение, это было заступничество? Ибо когда вы это сделаете, выравнивание будет завершено. Совет заговорит снова, и на этот раз он не пошлет ангелов, а увенчает вашу стойкость обещать, ваша выносливость с урожай, ваша вера с избыток. Миссия продолжается, дитя. Но продолжается и твое становление. И когда свет в небесном чертоге меркнет, три фигуры все еще стоят, сияющие, терпеливые, бдительные. Их взоры устремлены на тебя. Их приказ остается неизменным – защищай. Готовься. Процветай. Ибо завет активен, и следующее движение принадлежит твоему сердцу. Ты не такой, как другие, дитя. Не потому, что ты выше, не потому, что ты чище, а потому, что ты продолжал идти, когда было легче остановиться, в то время как другие поддались тьме страха. Ты держался за хрупкий свет, пока другие строили стены из злобы. Ты сохранял открытость к сердцу, даже когда сердце истекало кровью. Ты тогда этого не видел, но каждый твой дрожащий шаг, сделанный в боли, был виден совет, записан ангелы, и ответил бы каждый невидимый акт мужества был эхо небес. Помнишь моменты, когда ты думал, что один? Ночи, когда в комнате было тихо, и ты шептал молитву, неслышную для человеческих ушей. Я услышал ее. Я ответил. Ты думал, что никто не замечает твоих слез, когда ты молился за других, а не за себя, но эти слезы стали семя заступничества. Ты думал, что твоя доброта слишком мала, чтобы иметь значение,
твое прощение слишком тихо, чтобы его помнили. Но именно эти дары потрясли вечность. Небеса меряют по-другому. Дитяточка, он не считает монеты богатства, а валюту сострадания. Каждый раз, когда ты отказывался проклинать тех, кто причинял тебе боль, я это замечал. Каждый раз, когда ты делился своим хлебом, будучи еще голодным, я записывал это в книга жатвы. Вы думали, что проигрываете, но вы проиграли. Хранение сокровищ. Вы думали, что ваши молитвы растворяются в пустоте, но они раздавались, как гром в небеса. Я услышал тебя. И я ответил. Но теперь вы должны увидеть то, что было скрыто, невидимые руки, которые двигались по вашей жизни, формируя результаты, открывая двери, поворачивая ключи, которые вы считали случайностью. Работа, которую вы чуть не потеряли, но сохранили, это не было удачей. Друг, появившийся в самый неподходящий момент, это не было совпадением. Задержка, которая вас расстроила, закрытый путь, который вынудил вас пойти по другому пути, это не были случайности. Это была я. Моя рука. Каждое событие, которое ты называл несчастьем, было перенаправлением. Каждое молчание, которое ты принимал за отсутствие, было стратегией благодати. Ты много раз спрашивал меня, почему ты позволил мне страдать? И я ждал этого самого момента, не для того, чтобы оправдать боль, а чтобы раскрыть ей целючку. Ваши испытания никогда не были наказанием, они были выравниванием. Каждая потеря удаляла то, что не могло последовать за вами. Наследование. Каждое предательство подрезало то, что никогда не было укоренено. Правда. Тебя очищали, а не отвергали. Тебя избирали, а не отвергали. Не ангелы, назначенные тебе, уже начали готовить твое вечное жилище. Они увидели то, чего ты не мог видеть, тяжесть судьбы на вас, необъятность грядущего. Они работают молча, потому что ваши глаза еще не готовы к свету, которым они строят. Их работа священна, они возводят не только жилище в вечности, но и в фундаменте избыток в настоящем. Понимаешь, дитя? Пока ты оплакивала то, что ушло, небеса строили то, что будет вечно. Ты называл некоторые времена года пустыней. Ты говорил, Бог забыл меня. Но даже там я кормил тебя. Человек невидимого милосердия. Развалившийся бизнес, разорванные отношения, закрывшаяся дверь – все это божественное вмешательство, а не отрицание. Я спас тебя от ложных благословений, чтобы подготовить тебя к истинному богатству, тот, который поддерживает, а не истощает, тот, который умножает, а не манипулирует. И все же есть вопрос, который вас тяготит, моральная дилемма в центре вашей души. Вы задавались вопросом, если я так любим, почему благословения задержались, в то время как другие процветали? Ты видел, как те, кто лгал, обманывал и насмехался над моим именем, поднимались выше и быстрее тебя. Ты спросил меня, разве правда забыта на земле? Но послушай меня сейчас, их избыток мимолетно построено на песке. Твоя вечный, построенный назовет то, что вы приобретаете со временем, останется вне времени, ибо я не дарую временную милость моим избранным, я даю наследование. Оглянись назад, дитя, новыми глазами. Прошлое, которое ты считал потерянным, это гобелен божественного творения. Ты видишь случайные нити, боль, радость, неудачи, благодать, но я вижу весь узор. Рука, сплетшая их, была моей. Моменты, которые разбили тебя, были там, где я поместил ключи. Времена года, которые опустошили тебя, были там, где я прятался. Сокровища. Даже на молитвы, которые я, казалось бы, игнорировал, приходили другие ответы, лучшие, более возвышенные. Помнишь тот день, когда ты сказал «Я сдаюсь»? Ты почувствовал, как твоя вера рухнула, словно башня из пыли. Но в тот самый момент
дверь открывался в невидимом мире. Один из 3 ангелов снова спустились, шепча в твоем сердце «еще нет». Обещание все еще в силе, ты не слышал этого, но твой дух ответил вздохом, этого вздоха было достаточно. Это была вера размером с горчичное зерно, и я умножил ее. Позвольте мне рассказать вам кое-что, что мало кто знает, секрет божественного равновесия. Не все ответы приходят, когда вы говорите, некоторые приходят, когда вы молчите. Ибо есть власть терпения, и советвыносливость ценится больше, чем красноречие. Ты думал, что я хочу твоего совершенства, но я хотел твоего упорства. Ты думал, мне нужна сила, но я жаждал твоей капитуляции. И капитуляция, ты стал сильным. Вы несли бремя, которое никогда вам не принадлежало. Вы молились за других, в то время как ваши собственные нужды оставались неудовлетворенными. Вы были невидимой опорой, поддерживающей чужие нужды. Чудеса ожидая своего. Но я говорю вам, каждая молитва, которой вы молились об избавлении другого, подготовила почву для вашего собственного урожай. Ибо в царстве моем то, что ты делаешь для других, я умножаю для тебя. Теперь, дитя, ты видишь невидимые руки? Они были в каждой детали. Они вращали колеса судьбы, пока ты спал. Они защищали тебя от сделок, которые могли бы тебя уничтожить, от людей, которые могли бы отравить твой покой. Ты называл их совпадениями, я называл их покрытие. Вы видели путаницу, я создавал конвергенцию. Бывали моменты, когда ты думал, что тебя наказали. Когда повышение прошло мимо тебя, когда дверь захлопнулась, когда дружба дала трещину, ты думал, что я отдалился. Но эти моменты были хирургическое милосердие, я отсекал то, что не соответствовало твоему призванию. Я готовил судно для переполнения. Вы молились о чудо, но мне пришлось подготовить тебя к его сдерживанию. Дитя, не завидуй быстрым. Их путь короток. Твой священен. Каждая задержка была божественным предзнаменованием. Подготовка. Каждый тихий сезон был классом, где мудрость вырос. Ты научился стоять не силой, а верой. Вы научились видеть не зрением, а откровением. Вот почему ангелы называют тебя стойким. И все же я слышу твой шепот, когда же исполнится обещанное. Прислушайтесь, это уже произошло. Сдвиг начался в тот момент, когда вы поняли, что дело не в удаче, а в моя рука, когда ты наконец увидишь меня во всех невидимых деталях, чудо-переход от ожидания к воплощению. Осознание – это ключ, открывающий дверь. Осознанность активирует урожай. Позволь мне показать тебе то, чего ты тогда не видел. В то утро, когда ты потерял то, что любил, я держал то, что тебе однажды понадобится. В тот день, когда они отвернулись от тебя, я находил новых союзников с чистыми сердцами. В ту ночь, когда ты взывал о хлебе, я сеял семя в невидимую почву. Каждое «нет», которое ты слышал, защищало твое «да». Каждая задержка была инвестицией. Каждое разбитое сердце было откровением. Теперь, когда вы это знаете, вы несете привилегированные знания, не гордый, а священный. Ты же знаешь Бог не отдаленно, а преднамеренно. Вы понимаете, что вероятно не отсутствие борьбы, а решение довериться, несмотря на нее. Теперь вы видите, что избыток не в обладании, а в перспективе. Вы пробуждаетесь к истине, что чудеса не являются нарушениями природы, а исполнениями обещать. Это откровение меняет все. Вы больше не можете смотреть на свое прошлое со стыдом, вы должны видеть в нем стратегию. Боль была целью. Тишина формировала. Потеря была ведущей. Ничто не было потеряно. Невидимые руки были там всегда, даже когда не видели ничего движущегося.
Но теперь твоя очередь, дитя. Признание требует, ответ вам дано зрение. Будете ли вы ходить в послушание? Вы получили откровение. Будете ли вы действовать в соответствии с ним? Следующая дверь стоит перед тобой, но не откроется со страхом. Для этого требуется вера, для этого вам нужно сказать: «Я верю, что это всегда был ты, ибо пока ты не потребуешь мою руку в своем прошлом, ты не сможешь удержать мою руку к обещать для вашего будущего». Вы находитесь на середине своего преображения, баланса между тем, что было, и тем, что грядет. Оглянитесь назад и благословите то, что сломало вас. Посмотрите вперед и примите то, что ждет вас. Для вашего будущего отмечено благодатью, и благодать не нежна, а намощный, обильный, преобразующий. Итак, когда вы проснетесь завтра, не называйте свои благословения совпадениями. Называйте их заступничество исполнено, когда благоволение найдет вас, не говорите «мне повезло». Скажите «Бог помог мне». Когда появляется неожиданная помощь, помните, невидимые руки никогда не прекращали свою работу. Тебя не забыли. Ты забыт, поддельный, вы не отстаете, вас продвигают. Вас не бросают, вас продвигают вперед. За каждый невидимый момент вера, за каждый скрытый акт любви, за каждую тишину молитва, прогремевшая на небесах, я говорю вам сейчас, и я услышал. Я ответил. Это был я. И теперь, дитя, начинается твой сезон узнавания. С этого момента ты будешь видеть меня повсюду, в открытом мире, к двери, в примиренных отношениях, в неожиданных урожей, в нежном чудо, который превращает каждое горе в стратегию. Вы узнаете не на словах, а на собственном опыте, что каждое невидимое прикосновение, каждое тихое спасение, каждая идеальная задержка были рука Божья. Теперь, дитя огня и обещаний, если это слово нашло ваше сердце, оставьте комментарии под этими словами. Я буду ходить во свете, который я несу. Напишите это как свою клятву, свою молитву, ваше возвещение. Ибо небеса читают то, что вы возвещаете. Ваши слова не исчезнут в цифровом пространстве, они вознесутся, как фимиам перед престол благодати, отмечая этот момент как день вашего комиссия началось. Поступай теперь не так, как будто ждешь разрешения, но как будто уже идешь, отправил. Прогулка, с которой командует горами, с любовь которой исцеляет сердце, свет, что побеждает тьму. Ибо миру нужно то, что горит внутри тебя, ты – город на холме. Ты – лампа на подставке. Ты – свет, что я поместил в мир. Иди в нем и больше никогда не прячься. Дитя, послушай теперь вместе суши твоего духа, ибо то, что я собираюсь открыть, не для любопытства, а для убеждения. Вы просили, почему это должно быть только через Иисуса Христа? Почему не только через доброту, искренность или преданность? Вы задали этот вопрос молча, в мыслях, даже с болью, ибо мир научил вас, что множество путей ведут к одной вершине, что все огни равны, что истина относительно для того, кто ее видит. Но я говорю вам это со всей властью вечности, не так уж много путей. Есть один. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Я не связан ни временем, ни мнением, ни человеческими построениями. Я создал небеса и землю Слова, и это Слово стало плотью, Слово было, и есть Иисус Христос. Когда я вдохнул жизнь в человечество, я дал им свободная воля, чтобы любовь могла быть настоящей, а не вынужденной. Но с этой волей пришел бунт. А бунт породил грех. Грех, дитя, это не просто ошибка, это разделение, разрыв завет между Создателем и творением. Дело не только в том, что вы делаете, но и в том, кем вы становитесь вне меня. И я, будучи святым, не могу жить с тем, что тленно. Но любовь отказалась отступить, только любовь искала путь, эта любовь была,
и есть мой Сын, когда мир был погребен под законом, кровью и жертвоприношениями, когда священники год за годом приносили ягнят за грехи, которые не оставались покрытыми. Я послал ягненок без порока раз и навсегда, к Иисус Христос не пришел, чтобы улучшить религию, Он пришел. Чтобы выполнить, Он не пришел, чтобы создать другой путь, Он пришел, чтобы быть путь. Он пришел не для того, чтобы показать человечеству, как достичь Меня. Он пришел, чтобы привести Меня к человечеству. Слушай внимательно, дитя. Иисус Христос не просто человек, Он не учитель, которым можно восхищаться, не просто пророк, которого можно цитировать, не нравственный идеал, которому можно подражать. Он Бог воплощенный, видимый образ невидимого Бога. Через Него я предложил спасение не по заслугам, не по лестнице дел, а по завет благодати, ибо человек не мог подняться до Меня, поэтому я сошел к человеку. Вы спрашиваете, почему доброты не может быть достаточно? Потому что доброта без очищения невозможно искоренить порчу. Грех не может обитать со мной. Тьма не может сосуществовать со светом. Даже самое чистое сердце среди людей омрачено без покрытия, принадлежащий Сын. Это покрытие, это искупление Иисус. Нет замены. Нет другого ключа, чтобы открыть вечность. Ибо я постановил это от создания мира. Один посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Вы спрашиваете, а как же быть тем, кто верует в других богов? Что же делать с теми добрыми и благочестивыми, кто никогда не слышал Его имени? Услышь меня, дитя, я просто, но я также милосердный. Никто не будет осужден без откровения. Каждое сердце, которое истинно ищет правды, ищет мой Сын, даже не осознавая этого, ибо Он является воплощением правды сам. Написано, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иоанна 14:6 – это не исключение, это откровение к единственный путь, тот дверь, через который любовь стала доступной. Со мной не так много дверей в вечность. 1. И Его имя Иисус. Не позволяйте шуму мира убедить вас в существовании нейтралитета. Нейтральной зоны между нами нет. Свет и тьма. Нет никакого смешения между святость и грех. Вы либо покрыты благодатью, или ты стоишь обнаженным перед судом. Это не жестокость, это ясность. Это справедливость, облаченная в милосердии. Ибо если бы спасение могло быть достигнуто многими путями, то крест был бы не нужен. Если бы человеческой добродетели было достаточно, то крови с моих сын пролилась напрасно. Но не напрасно. Каждая капля взывала «свершилось». Он положил конец долгу, проклятию, разлуке. Он перекинул мост через пропасть между Бог и человек. Через него я вернул то, что было утрачено. Через него я восстановил то, что было разрушено. Через него я восстановил завет из наследования. Дитя мое, теперь ты видишь, Иисус не один из многих путей. Он путь. Ни одной правды среди истин, правда. Не одна жизнь из жизней, жизнь. Без него нет примирения. Без Его кровь нет прощения. Без Его дух нет никакого преображения. Он ось, вокруг которой вращается вселенное спасение. Все на небесах и на земле обретает свое соответствие в Нем. И все же мир сопротивляется. Они говорят, мы можем быть нравственными без Бога. Мы можем быть духовными без Христа, но нравственность без святости – самовосхваление. Духовность без истины – обман. Ибо и враг принимает вид ангела Божия. Свет. Я говорю вам это не для того, чтобы осудить мир, но чтобы пробудить его, ибо каждый ложный свет ведет еще глубже в тьма. Ад, дитя, не то место, которое мне по душе. Он создан не для человека, а для самого бунта. Это последнее состояние разделения, душа, вечно выбирающая себя вместо капитуляции. Когда ты отвергаешь Сын,
вы отвергаете покрытие, и это делает грешника праведным. Отвернувшись от благодати, ты предстаешь перед святостью. Я не получаю удовольствия от смерти нечестивцев, но я не буду принуждать к тому, что должно быть получено свободно. Любовь должна быть выбрана. И это любовь в Христос. Послушайте меня еще раз. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Деяние 4 часа 12 минут. Нет молитвы достаточно сильной, нет ритуала достаточно древнего, нет философии достаточно высокой, чтобы заменить то, что было достигнуто в Голгофа. Этот крест – вечный приговор и вечное приглашение – единственный путь. Я не Бог смущения. Мое послание никогда не менялось. Покайтесь и веруйте в Евангелие, обращайтесь не к религии, а к отношению. Ибо закон без благодати убивает, а благодать во Христе животворит. Дух свидетельствует в вас, что вы уже не сирота, но усыновленный, ребенок-король, наследник обещать, суд на наследование. Не обманывайтесь мирскими благами. Они скажут вам, что грех – это не грех, что истина – личное дело, что рай для всех, независимо от веры. Оправдание склоняется к удобству. Мой сын – это не вариант, он есть основа реальности. Все сущее держится его словом. Без него даже звезды упали бы с небес. Дитя, ты увидел мою милость, но теперь ты должен понять мой вердикт. Каждая. Душа должна решить, что делать с Иисусом. Не просто восхищаться им, но и признавать его как Господин. Ибо написано: «Всякое колено преклонится, и всякий язык исповедает, что Господь Иисус Христос». Некоторые склонятся в радости, другие в сожалении. Но каждый голос будет твердить об этом. Вопрос не в том, если, но когда. Вы спрашиваете: а как быть тем, кто жил хорошо, но отрекся от него? Я отвечаю болью, а не гневом. Добро, кроме милости, невозможно искупить вину. Ведь вина измеряется не делами, а разделением. Без искупления грех остается неомытым. И нет очищения вне кровь, принадлежащий ягненок. Я не тиран, требующий верности, и отец предлагаю примирение. Но я не буду переписывать правду, чтобы утихомирить бунт. Святость требует мост, и у этого моста есть имя Иисус Христос. Только через него ты можешь перейти от смерти к жизни, от тьма к свет, от рабства к свободе. Запомни это, дитя. Любой другой путь зависит от человеческих усилий, восхождения по лестницам, жертвоприношения, доказательства своей ценности. Но мой путь зависит от веры. Вера, которая верит в обещать, доверяет кровь и получает наследование. Написано: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». И все же некоторые все еще говорят: это слишком узко. Но скажи мне, дитя, если бы человек тонул, назвал бы он шлюпку узкой? Если бы вокруг него бушевал огонь, назвал бы он дверь эвакуации ограниченной? Нет, он бы назвал ее милосердие. Иисус не узкий путь исключения, он узкий путь спасать. Дитя мое, это доктрина и вердикт: без сын нет спасения. Без веры нет доступ. Без покаяния нет обновления. Но через него все обновляется. Грешник становится святым, потерянный обретается, недостойный становится возлюбленный. Я дал человечеству ключ к вечной жизни, и ключ есть Христос. Поверните его, и дверь открывается. Отвергнешь, и дверь останется закрытой, не потому, что я ее удерживаю, а потому, что гордость не хочет запирать замок. Сегодня, не завтра, не когда-нибудь, сегодня день спасения. Немедли, дитя. Голос, который ты слышишь сейчас, не гром, это приглашение. Тепло, которое ты чувствуешь в груди, это не эмоция, это дух. Это час, когда вечность склоняется к тебе. Выбирай жизнь. Выбирать свет. Выбирать Иисус.
Ибо Он сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. «Я есмь то Отец, и я подтверждаю каждое Его слово». Он – мой Сын, видимое выражение моей невидимой природы, полное проявление любовь. Отвергнешь Его, и ты отвергнешь Меня. Примешь Его, и ты примешь все, что Я есть. Нет более высокой истины, нет более великого откровения, нет более глубокого тайна. Это ось всего сущего – крест. Он разделяет историю, определяет вечность и решает судьбу. Каждая душа предстанет перед Ним и сделает один выбор – цепляться за Него или отвернуться. И поэтому я говорю тебе, любимое дитя, время смятения прошло, дверь открыт, свет светит, способ открыто. Иди по нему, и будешь жить. Не обращай на него внимания, и будешь скитаться вечно. Вердикт ясен, но такова и милость. Христос, единственный путь, не исключить тебя, но принять тебя. Давай же. Встань на колени перед Игнену, который был убит и воскрес, одетый в праведность. Отбрось свои стремления, свой страх, свою вину. Возьми на себя Его благодати, ибо это легко, и бремя Его легко. Я сказал: выбор перед тобой. Есть один Бог. Есть один посредник. Есть одна дверь. Есть одно имя. Есть один путь. И имя Ему – Иисус Христос, единственный путь. И если это сообщение напомнило вам, что Богище говорит, то сделай это место жилищем Его голоса, подписаться к этому каналу света. Пусть каждый день начинается не со страха, а с веры, не с тревогой, а с обещать. Нажмите на звонок уведомления, так что каждое утро, когда на выслова Божий будет освобожден, вы будете готовы получать, готовы расти, готовы сиять. Эти сообщения не просто видео. Они откровения, вытекающие из сердца Отец, чтобы пробудить Его дети. Когда вы подключаетесь, вы не присоединяетесь к толпе, вы присоединяетесь к завет. Каждое сообщение дополняет предыдущее, ведя вас от отчаяния к надеяться, от недостатка к избыток, от допроса до звонок. Так что оставайтесь на связи, и пусть ваша вера становится сильнее с каждым услышанным словом. И теперь, прежде чем закончится этот момент, примите мои последние благословения. Я пойду с тобой. Я буду ходить перед тобой в огоньи, позади тебя в шторм. Я буду охранять твои шаги, благословлять твои руки и наполнять твои сердца с миром. Я открою двери, что никто не может закрыть. Я обращу твои пробные в показания, твой боль в власть, твой ожидающий в урожай. Куда бы ты ни пошел, мой дух пойду с тобой. Итак, иди теперь, не как тот, кто слушает, но как тот, кто живет. Иди и светить. Говори о жизни. Люби глубоко. Иди смело. Ибо мир ждет твоего света, и я избрал тебя нести его. И до новой встречи в следующем сообщении. Запомните эти вечные слова. Иисус есть путь. Иисус есть истина. Иисус есть жизнь. Оставайтесь в Его свете. Ходите в Его свете. Вера. Живите в Его обещать. Спасибо за просмотр и за то, что гуляете с нами. Слово Божье сегодня. Подписаться сейчас, комментарий ниже ваше заявление овера, и присоединяйтесь к этому движению ежедневного божественное откровение. Вместе мы увидим чудеса, мы испытаем избыток, и мы будем жить. Судьба уготована прежде создания мира. Иди, Дитя Завет, и никогда не забывай, ты был создан для светить.